Приветствую тебя, путешественник, меня зовут Вангерс, и сегодня мы познакомимся с тобой с Розарией, венцом милости. Розария — сестра церкви Фавония в Мунштеде. Кроме одеяния Розарии, ничто не напоминает о ее принадлежности к церкви. Холодный и острый, как клинок, уходит, когда ей заблагорассудится, не сказав ни слова, и всегда действует одна. У нее важная миссия, вот только какая, никто уже давно не помнит. Розария — это универсальный криобоец во всех смыслах этого слова. Ее умения быстрые и изящные, которые в свою очередь имеют несколько полезных опций, как усиление самой Розарии в полубитвы, что позволяет ей в одиночку справляться чуть ли не с любым противником, так и усиливать членов своей команды, что, конечно, немного не в ее стиле. Она отлично адаптируется под любую ситуацию, не особо придирчива к оружию и набору артефактов. Вы сможете реализовать Розарию в качестве классического дамагера с упором на физический урон, или гибридного дамагера с крио-уроном, или даже сделать из нее полноценного героя поддержки. Со всеми этими ролями и не только она отлично справляется и точно не оставит вас равнодушным. Но перед тем, как мы начнем копаться в ее богатом арсенале, кратко разберем умения Розарии и пассивные таланты, чтобы, так сказать, поближе с ней познакомиться. Основное умение персонажа является элементальный навык «Казнившая исповедь». Розария делает рывок вперед и стремительно передвигается за спину противника, пронзая его своим копьем, нанося крио-урон. Только эта способность не позволяет оказаться за спиной у противников крупного телосложения, например, за спиной некоторых боссов. Благодаря этой способности вы можете быстрее добраться до противника и уклониться от большинства его атак. Особенно это умение полезно против врагов со щитами. Взрыв стихии обряд кончины — это авторская молитва Розарии. После кругового взмаха своим оружием она вонзает ледяное копье в землю, нанося крио-урон. Пока активна эта способность, ледяное копье периодически выпускает холодный воздух, который наносит крио-урон окружающим врагам и замораживает все вокруг. Пассивные таланты у Розарии такие же интересные, как ее навыки. Талант покаяния призрака открывается после первого возвышения персонажа и дает следующий эффект. Так и со спины навыка казнящая исповедь увеличивает шанс крит попадания Розарии на 12% в течение 5 секунд. Талант поддерживающая тьма открывается после четвертого возвышения и дает крайне приятный эффект для вашей команды. Активация навыка взрыва стихии обряд кончины увеличивает шанс крит попадания всех членов отряда, кроме самой Розарии, на 15% шанс крит попадания от самой Розарии в течение 10 секунд. Добавляя таким образом, шанс крит попадания не может превышать более 15%. Талант «Путь ночи» увеличивает скорость передвижения персонажа отряда на 10% в ночное время с 6 вечера до 6 утра. В подземельях и Витой в бездне этот талант не работает и с похожими эффектами также не суммируется. Как я говорил ранее, Розария крайне гибкий персонаж, за счет чего вариантов оружия и артефактов в нем поистине большой. Но при выборе оружия стоит обратить внимание на несколько моментиков. А именно, топ-характеристика оружия должна давать либо прибавку к физическому урону, или прибавку к крит урону, или шанс крит попадания. Исключением из правила, пожалуй, является только копье Небесная Ось. У данного копья неплохая пассивная способность для Розарии, а особенно если у вас есть первое созвездие. Но этот вариант стоит рассматривать только в том случае, если у вас это единственное пятизвездочное копье. Также стоит обратить внимание на то, что любое из перечисленных оружий хорошо подойдет Розарии. И тут больше стоит отталкиваться от того, на каком этапе игры лично вы сейчас находитесь, и какие статы вам конкретно нужны сейчас. С крафтовых оружий ей подойдет пика полумесяц и копье драконьего хребта. Для крафта второго копья вам нужно выполнить серию заданий в драконьем хребте, где вы получите рецепт этого оружия. Но крафтовое копье не совсем универсальное, и они больше сконцентрированы на нанесении именно физического урона. Остальные же оружия более универсальны, правда, получается они путем роллов из молитв и прямого доната. Смертельный бой — хорошее универсальное копье, которое можно использовать на всех трех ролях. Правда, получить его можно за 30 уровень боевого пропуска и только при покупке гимна за донат. Без вложений, увы, это оружие получить никак не получится. Черногорская пика. Отличный вариант, особенно если вы будете использовать Розарию в качестве основного дамагера. Это оружие подойдет как для нанесения физ-урона, так и крио-урона. Данное копье вы сможете приобрести в магазине Paimon за звезды. Но стоит иметь в виду, что это оружие не всегда доступно в продаже. Если вам из молитв выпали следующие оружия, такие как каменное копье и копье Фавония, то вы вполне можете воспользоваться ими. Например, если у вас нет альтернативы на данный момент, или банально оружие уже занято другим персонажем. Но стоит учитывать, что чтобы раскрыть потенциал каменного копья, у вас в отряде должно быть не менее 2 персонажей из Льюи, а копье Фавония больше подходит в том случае, если вы хотите реализовать Розарию больше как герой поддержки.
Ну а теперь перейдем к лучшим вариантам, если у вас что-то подобное есть или когда-нибудь выпадет, а именно к пятизвездочным оружиям. Данное оружие можно использовать во всех трех направлениях, как нанесение физ урона, кри урона или для использования в качестве поддержки. Посох Хомы. Отличное копье с крит уроном и полезной пассивкой, которая конвертирует ваше здоровье в урон, делая при этом стату хп намного полезнее. Нефритовый коршун, ну тут нечего особо говорить, это, пожалуй, лучшее копье в игре, которое сконцентрировано именно на увеличении вашего урона в целом. Если же вы новичок, который только-только начал свои приключения и вам посчастливилось выбить из молитв Розарию, то в качестве оружия подойдут вот эти трехзвездочные копья, а именно белая кисть или алебарда Мелелита. Это оружие вы рано или поздно получите по ходу своего невероятного приключения. Вариантов сбора артефактов в Розарии поистине большой, и рекомендация по большей части строится из того, что у вас сейчас есть в наличии и чего вы хотите от него вообще в целом добиться. Если вы хотите сделать из Розарии дамагер с упором на физический урон, то вам подойдет full сет из 4 артефактов конца Гладиатора, или микс из 2 предметов сетов конца Гладиатора и 2 предметов из сета Рыцаря Крови. Также стоит упомянуть о новом наборе артефактов Бледный Огонь, который будет доступен с выходом обновления 1.5 совсем скоро, в рамках которого вы сможете опять же использовать бонус из 2 артефактов в разных вариациях для получения бонуса, увеличивающий физический урон, а также полный набор неплохо подойдет для тех, кто делает упор именно на нанесение физического урона. Для новичков подойдут сеты артефактов Решимость Временщика, Воин, Душа Храбреца, Берсерк. Вы можете как миксовать бонусами от 2 предметов или собирать бонус от полного набора сета. Если вы хотите играть за Розарию как за дамагера, но с упором на кри урон, тогда вам подойдет полный набор артефактов из сета Заблудший в Метели. Но для его реализации у вас в отряде должен быть как минимум один любой гидро-персонаж. Или вы можете рассмотреть вариант микса в виде 2 артефактов из сета Заблудший в Метели и 2 артефактов из сета Конца Гладиатора, Рыцарь Крови, ну или же Бледный Огонь, что является более универсальным вариантом, так как вы одновременно получите бонус, увеличивающий ваш физ урон и кри урон. И если вы желаете реализовать Розарию в качестве героя поддержки, благо из-за ее набора умений и крайне полезной пассивного таланта, поддерживающего тьма, это без проблем можно сделать, в таком случае вам подойдет микс набора артефактов из 2 предметов Заблудший в Метели и 2 предметов из набора Церемония Древней Знати. Тем самым вы сделаете акцент на урон от способностей. Что касается приоритизации статов, то она вполне классическая. На первом месте шанс крит попадания, затем крит урон, атака в процентах и обычная атака. Но если вы собираете Розарию через кри урон или в качестве героя поддержки, то вам в ротацию добавляется кубок на кри урон. Напоследок разберем моменты прокачки Розарии и начнем с порядка улучшений умений. Если вы используете Розарию в качестве основного дамагера с упором на нанесение физического урона, то сначала качайте автоатаки, а потом элементальный навык Казнившая Исповедь. Если же вы хотите сделать акцент на нанесение кри урона или просто использовать Розарию в качестве саппорта, то прокачивайте сначала Взрыв стихии Обряд Кончины, а затем элементальный навык Казнившая Исповедь. Для повышения умения вам понадобятся книжки серии поэзии, жетоны с Фатуи, которые соответственно формятся с агентов Фатуи, и Тень Воина, который добывается с Тарталии АК Чайлда с Золотой Палаты. Специализированной характеристикой Розарии является сила атаки, которая прокачивается начиная со 2-го возвышения. Основным же ресурсом для возвышения персонажа являются валяшки, что добываются в локациях Пик Буревестника и Горы Буревестника, жетоны с Фатуи и элементальные материалы, которые проще всего добыть именно с криу Папоротника, но их также можно раздобыть из еженедельных боссов и алхимии. На этом у меня все. Розария поистине интересный герой как и в плане визуала, так и ее возможностей. Надеюсь, вам мой мини-гайд был крайне полезен, буду очень признателен вам за обратную связь. А с вами, как всегда, был Фангерус, желаю вам хорошего настроения, увидимся, до новых встреч, пока-пока.